День добрый, всем привет, друзья! Я надеюсь, вы меня слышите, потому что за моей спиной интенсивное движение. Но сегодня я иду, наконец-то я иду гулять по Праге. Да, по Варшавской Праге. Праге, которая находится по другую сторону Вислы. Если вы хотите этот день провести со мной, то, конечно же, приглашаю. Но перед этим не забудьте проверить, подписаны вы или нет. Если нет, то обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить лайки, не забудьте нажать на колокольчик и обязательно пишите мне комментарии, потому что ваши комментарии – это ваша поддержка, ваши лайки – это ваша поддержка. Что ж, я иду гулять, пошли! И да, друзья, на этом берегу я уже фактически перешла на другой берег. Я нахожусь на мосту. За моей спиной шикарнейший вид на старый город. Мне кажется, что это одна из лучших локаций, чтобы посмотреть на старый город издалека. Плюс Висла. Ну так вот, на этом берегу Вислы я фактически впервые буду, если не считать мой поход в зоопарк. Да, в зоопарке я была, и зоопарк тоже находится по ту сторону Вислы. Если вы не видели мое видео с зоопарка, то подсказки появятся. Также появится ссылка на это видео в описании. Зоопарк просто шикарный, и всех приглашаю в зоопарк. Вы просто обязаны быть в Варшавском зоопарке. Ну так вот, я буду впервые именно гулять по Праге. Я очень давно планировала сюда пойти, очень давно хотела, но, как всегда, то одно, то другое. И вы знаете, как жительница Варшавы, мы всегда, мне кажется, любой житель любого города свой город узнает в последнюю очередь, потому что хочется где-то поехать, что-то в другой город посмотреть, а такое ощущение, Варшава всегда успеется, да, или, другой город всегда успею я туда пойти погулять. Так вот, я наконец-то иду гулять по Праге. И сразу пройдя через мост, мы сразу видим очень величественный костел. Что мы знаем про этот костел? Этот костел был построен, начали его строить в 1888 году. Представляете себе? А закончили строительство до 1901 году. С 1901 года этот костел функционирует. Во время Второй мировой войны этот костел был спасением для жителей Праги. Костел служил защитой для варшавяков вплоть до 1944 года. В 1944 году, 14 августа, немецкие войска, фашисты взорвали костел. Но, как вы видите, костел реставрирован, и сейчас костел носит титул Базилики Малой. То есть для Варшавы этот костел очень важен. Если говорить о районе Прага, то Прага считается центральным районом правобережной Варшавы. Также Прага делится на Прага-Полноц и Прага-Полудне. По-другому можно сказать, что Прага еще делится на Прагу старую и Прагу новую. Знаете, так гуляя улочками, действительно, Прага настолько контрастная, где-то такие дома деревянные, что еще с тех времен. Тут же высотка современная. Так вот, гуляя этими улочками, я вышла к пражской старушке. И это улица Зомбовска. В выходные, насколько я читала, эта улица перекрыта. Сегодня праздник, день выходной, но почему-то улица не перекрыта, или же я еще не дошла до самой старой и самой популярной части этой улицы. Опять же,
дома разнообразные. То есть нету какой-то единой постройки. Тут и старые, я бы сказала, развалины, и заброшенные развалины. Тут же и кирпичные, тут же современные, тут же где-то 90-х годов дома. Очень интересно. И улочки очень такие узенькие. Мне еще очень рекомендовали заходить во двора. Так что, если я что-то интересное найду, я обязательно покажу. Но, если честно, с камерой я себя тут очень неуверенно чувствую. Я как-то не могу себя так смело снимать, как в других городах я себя снимала или в других частях Варшаве. Как-то тут странно на меня поглядывают, и это меня тоже смущает. Я еще не поняла, почему так, но буду наблюдать за событиями. Если еще говорить про улицу Замбовскую, то самые старые дома датируются 60-х годах 19 столетия. Представляете? И они сохранились. Они сохранились со времен Второй мировой войны. Знаете, все-таки для меня самым лучшим примером такой архитектуры после промышленной всегда будет и остается на первом месте город Лодзь. Поэтому, если вы не видели, например, моего ролика с этого города, то тоже туточки появится подсказка, и ссылку я оставлю в описании. Но тут тоже очень круто сделано. Смотрите, над головами цветы, разные кафешечки, везде какая-то информация на историческую тему. Сейчас я почитаю, погуляю и все вам еще расскажу. Кроме кампуса Google, тут находится еще на этой территории музей иллюзий. Написано, что единственный в Польше. Я еще там не была, но обязательно как-то туда загляну. Также тут находится очень популярный музей польской водки. Ну и, конечно, тут очень много кафешек разных, атмосферных. И, ну, очень классная зона для отдыха. Как я уже говорила, что я тут в первый раз, и мне очень нравится, и действительно очень напоминает Луч вот этой кирпичной кладкой с современной архитектурой. Если говорить о районе Прага, сейчас там, где располагается Прага, раньше было поселение. И название Прага, поселения этого, происходит от глагола «пражить», то есть «сжечь», «сжигать». Почему именно такое название? Ну, потому что поселение было основано на месте, где раньше располагался лес, но его, к сожалению, сожгли. Чем еще очень ценна Прага? Потому что во времена Второй мировой войны Прага, конечно же, пострадала, но не так сильно, как левый берег Вислы. А Прага была уничтожена всего лишь на 25%. Поэтому дома, очень старые дома, они сохранились, атмосфера сохранилась, улочки сохранились. Поэтому, ну, тут чувствуется такой дух старой Польши. Знаете, я хочу с вами быть честна, и поэтому, если честно, в Праге не все так радужно и не все так автентично. Конечно, в Прагу надо приехать, посмотреть, почувствовать дух Праги, но так как на мое первое впечатление, в Праге грязнее, в Праге очень много заброшенных зданий, в Праге очень много мне уже попалось пьяных людей, грязных, то, что я, ну не знаю, я не видела у себя на Мокотове, например, очень много таких людей. Да, они попадаются, но не так много. Поэтому Прага другая, и действительно говорили, что ну, если ты будешь в Праге, то почувствуешь совсем другую Варшаву. И действительно, здесь совсем другая Варшава. Это не означает, что она хуже, это не означает, что она лучше. Она просто другая, это просто другой район Варшавы.
Посмотрите просто опять эти контрасты. Но этот дом, почему я тут остановилась, потому что мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но это еще следы Второй мировой войны остались на этом доме. Выглядит так, как у нас дома после ракетных обстрелов, после осколков. А вот тут сохранились следы пуль, следы осколков после битвы за дворец Виленский. Да, печально. Сейчас я нахожусь на улице Малой. И чем знаменита эта улица? В первую очередь тем, что на этой улице располагаются одни из самых старейших кирпичных домов, построенных на Праге. Это дом, сейчас я покажу вам, 1, это дом 2, под номером 3, то есть дом 2, но номер 3. Там номер 1, номер 3, номер 5, сейчас я ближе подойду, и номер 9. И еще чем знаменита эта улица, тем, что именно на этой улице снимали знаменитый фильм «Пианист» Романа Поланского. И эта улица была как территория той довоенной Варшавы. А вот вам и контраст Праги. Дом номер 9 тоже считается один из первых домов, которые были построены, кирпичных домов на территории Праги. Смотрите, какой контраст. А потом дальше старый кирпичный дом. Не придумаю. Такое ощущение, что старая развалина, новенький современный дом, а дальше опять старая развалина. Но эта старая развалина тоже, она реконструирована. Если вы ближе посмотрите, тут специально так сделано, чтобы мы четко понимали, что этот дом очень-очень ценный и очень-очень старый. Еще одна особенность Праги – это каплички, как вы видите, например, за моей спиной. В основном такие каплички появились во времена Второй мировой войны. И чаще они были спрятаны во дворах. Говорят, что на территории Праги где-то приблизительно около 100 таких капличек. Я, кстати, пришла сейчас к одной из старейших капличек. Один из очень популярных мифов про Прагу, что это очень небезопасный район и очень бандитский район. Да, так было раньше, но сейчас все совсем по-другому. Прага очень атмосферна. В Праге свой дух. У меня такое ощущение, что в Праге люди живут чуть медленнее. В Праге время как бы остановилось. Здесь нет небоскребов, здесь нету толпы офисного планктона. Как по мне, Прага сейчас на этапе возрождения, словно феникс. Запомните мои слова. Мы еще о Праге очень часто будем слышать, потому что в Праге появляются действительно свои фишки, своя особенность. В Праге такая Варшава, которой нет больше нигде. Да, Прага – это просто другая Варшава. Совсем другая Варшава, которую стоит увидеть. Но скажу вам тоже честно, чисто мое мнение, мне понравилось гулять по Праге. Я почувствовала эту атмосферу, этот дух, но как для жизни я бы этот район не выбрала. Ну, это чисто мое субъективное мнение. Что ж, в этом месте я буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Делитесь в комментариях, как вам Прага, нравится или не нравится. Может, вы тут живете. Конечно же, я прошлась только по, наверное, 10-й части интересных мест в Праге. Я уверена, что если гулять с экскурсоводом, тоже будет очень интересно, но я увидела то, что смогла увидеть. Поэтому жду ваших комментариев, жду ваших лайков и увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Cześć wszystkim.